Ребятушки, hello, как говорится, приветствую вас в Тояме, город Тояма, Япония. Сегодня посмотрим с вами по-настоящему интересное. Многие из вас в видео про Владивосток написали, неплохо бы вам поехать в Японию и посмотреть, как рынок японских автомобилей устроен прямо здесь, вот на месте. И вот все эти машины, Мерседесы, Volkswagen, BMW, Audi, естественно, Mitsubishi, Lexus и Toyota, все они в следующие 2-3 дня будут погружены на паром и поедут в страны СНГ и в Россию. Как все это устроено здесь? Несколько часов назад встреча со знающим человеком Андреем, который живет и работает здесь. Что к чему, обзор, поехали! Ребятушки, hello, как говорится, февраль в Японии, снег лежит, но плюс 12. Красота. Так, Андрей где-то здесь. Вот, ребятушки, парковка, смотрите. Раз машина, два машина, три машина, четыре машина. Lexus какой-то внезапно. Здрасте. Здрасте. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Ну что, мы готовы? Да. Так, Андрей, почему Тояма? Когда-то я был студентом и когда-то попал на стажировку сюда, на языковую. Так. Вот. Ну и город мне, видимо, как приглянулся, и по ритму жизни он мне подошел. Находится Тояма на побережье Японского моря. То есть, в принципе, если бы зрение позволяло, можно было бы увидеть Владивосток. Серьезно? Ну, тут по прямой километров, смогу наврать, но 700, по-моему. В одном из ваших видео я смотрел, что Тояма – это город, где много русских. Да, это, наверное, тоже могу наврать, статистикой не владею, но подозреваю, что второй после Токио. А с чем это связано? А вот все с бизнесом, все вокруг него. Это тачки. Да. Прежде всего тачки. Ну, в первую очередь, да. Ну и сопутствующие товары. Там мотоциклы, спецтехника, запчасти. Вот это место, это Тояма, да, это хаб, Так. куда можно привезти машины, погрузить на пароходы и увезти их в сторону России. Как я только что сказал, это же близко находится относительно там всех других портов. И поэтому, видимо, здесь какая-то концентрация произошла нашего населения. Ну, то есть, где есть спрос, где есть работа, туда наши люди едут. А устроиться здесь механиком в сервис? Вот ремонтировать японские автомобили, скажем. Японский сервис? Ну да, это вот насколько? Тут есть вот вакансии такие? Нет. То есть в японскую компанию очень трудно попасть. Почему? Ну, требуется квалификация, ты должен в Японии какие-то сертификаты получить, какое-то Серьезно? обучение пройти. Да. То есть вот как у нас вот там, я извиняюсь, отвлекся, горы какие классные. Они у нас символом являются, между Что-то прочим. откуда вообще? Что-то мы их не видели. до Ну, этого. они вообще вот так окружают нас. Да? Да, Красота какая. очень красиво. Так вот, отвлеклись. Вот мы были в Дубае. Там вот есть сервисы, и вот если ты рукастый человек, можно прям приехать и относительно быстро и легко устроиться там на работу. В СНГ вообще без проблем. Там всегда требуются квалифицированные, вот, да, так сказать, руки, там, официалом, неофициалом. А вот в Японии? Ну, вот в Японии нет, не так. То есть, если эта компания как-то связана с международным бизнесом, там, неважно, с Россией там, или еще куда-то они отправляют машины, тогда можно. То есть, там есть люди, которые уже поработали за границей, с иностранцами, они, ну, чуть более гибкие, что ли, да, я имею в виду директоров, там, управляющих этих компаний. Так. Вот. А если чисто японскую компанию, которая работает на внутренний рынок, ну, нет, они не примут тебя просто. Ничего себе. Даже называется это для них человек с улицы. Ну, там, в конце концов, требуются, я говорю, сертификаты какие-то документы, Да. которые, не проживя какое-то количество лет в Японии, там, не выучив язык, ты не получишь, ну, соответственно, на работу на такую не устроишься. Даже если ты пришел с закрытыми глазами и крузак разобрал и собрал идеально, тебя все равно не возьмут? Извините. Ничего себе. И, опять же, повторюсь, если эта компания заточена на экспорт, ну, тут все гораздо проще, да, там можно договориться, можно устроиться. Ясно. Вот, кстати, въезд на аукцион. Красная и белая буква GU Тояма. Ух ты! Вот, пожалуйста, интересует. Американский кемпер. Да, что он здесь делает? Ну, во-первых, Возможно, его да. планируют выставить. Да, у него даже номер лота на лобовом. То есть это вот на машину на продажу. Или была, или будет. И стоит отметить, что есть еще аукцион USS. Есть такие. Правильно? А сколько вообще аукционов в Японии? 120-150, так вот навскидку, наверное, есть. От крупных до мелких, да, где-то так. А вы, то есть, имеет смысл, если вы занимаетесь машинами, там в каждом участии принимать, за каждым следить? Мы так и делаем. Да ладно. Мы делаем все это компактно у себя в офисе.
Аукционы — это просто компании, фирмы, которые Да. друг другу конкуренты, и они, соответственно, объединяться там не торопятся. Им нужно как раз что-то свое открыть и дать конкуренцию там другому аукциону. Поэтому их так много, и поэтому они, как правило, не сливаются. То есть это иногда происходит, один аукцион может выкупить другой. Такое вот на моей памяти было пару раз. Вот. Но, тем не менее, они прям в один какой-то, как это называется, конгломерат, да, они Да. не сливаются. Значит, это аукцион, там большая стоянка. Да, это его стоянка, где уже досмотренные машины Ага. хранятся до тех пор, пока их не купят через терминал, и потом Так. не приедут, не заберут. Главный вопрос, как все происходит? Откуда эти машины, вот эти вот машины, которые там потом окажутся? Они, ну, в принципе, с префектуры Тояма, частные лица их отдают, Так, как правило, в автомобильные компании. Ага. Эти автомобильные компании, которые являются членами этого аукциона, они выставляют их здесь. А частное лицо, которое сдало эту машину в автомобильную компанию, Так. оно заключает договор на покупку новой машины. трейд-ин, грубо говоря. Да, да. Но в основном через аукционы продаются машины в Японии, насколько мы По-разному. слышали. У кого-то есть стоянка, где можно выставить машины там с ценниками, и проще ему общаться с частным лицом, которое к нему пришло и говорит: я Так. хочу купить. Ну вот, машины есть какие-то, там 20 штук стоит, пожалуйста, выбирай. Кому-то проще выставить на аукцион, Так. не заморачиваясь там долгими разговорами с потенциальным покупателем. То есть он просто привез машину, ее тут досмотрели, аукционный лист ей написали, там Так. качество оценили, выставили. И куда-то она ушла, куда-то была продана. Ему просто аукцион за это деньги перевел. Кому он ее продал, он знать не знает, и ему не интересно. Теперь по ценам. Мы наслышаны от Никиты, что машины во Владивостоке, вот он купил машину, сколько она стоит? 500? И он обошелся 540 тысяч рублей. Вот это 540! 540 за 18 год. 500 тысяч рублей. Получается, вот это вот сколько стоит? 1500-2000 долларов, 5000 долларов. То есть, ну, так я смотрю на машину, примерно. Стоп, вот, Кирилл. Но Полторы. вы же должны понимать, что они Да. не новые достаточно. Жители Тоямы, вот это их машины. Да. То есть они их привезли, они купили себе новые, они вот эти вот продали, свои старые. Да. Это недельный оборот. То есть он раз в неделю аукцион проходит. Вот это все через неделю обновится. Да. Теперь вопрос, почему они это все продают? Вот эту машину люди зачем продали? Катайся, называется, на здоровье. Что с ней не так? Я подозреваю, может быть, закончилась программа Гарантии. кредитования, то есть Ага. по которой он покупал, и он сейчас пересаживается на такую, но только более новую. Так. То есть может и такой быть случай. За сколько он ее 5 лет назад купил, как думаете? Примерно. В зависимости от комплектации и прочего, не менее 2,5 миллионов йен. А сейчас продал? Продаст? Продаст, Только да. приехала, да? Да, продаст. 1,5 миллиона продаст. Опять же, надо смотреть пробег, год. Почти в 2 раза дешевле. Да. Ну, можно сказать, что она новая, вот судя по ее виду. Она еще не подготовленная или уже как-то не Нет, подготовили? с ней ничего делать не будут, ее просто досмотрят и все. А то есть их никак там не натирают, специально не чистят? Ну, только если сам продавец это сделал, Да. ну, магазин имеется в виду, у себя на стоянке, то это все. Так, давайте поедем к вам на стоянку, Давайте. посмотрим, какие цены. У вас там много машин? Надо посмотреть. Я из офиса редко выхожу, поэтому надо посмотреть. Ну, нет, сколько-то десятков есть, конечно. Это машины, которые готовы к отправке в СНГ сейчас, в Россию, Да, которые ждут отправки. которые вы купили уже. Да, у нас все под заказ, все, клиент уже определен. Так, небольшая остановочка, выходим. Сколько тратите на еду в месяц? Есть понимание? Вот у меня семья 4 человека, дети 15 и 12 лет соответственно, ну то есть полувзрослые. Так, Я про то, что сколько они едят, да? да. $1500 в месяц уходит. Гречи есть? Гречневая каша? Гречка, да. Гречка, то есть. Гречка, ну, есть только по спецзаказу. В смысле, есть Серьезно? магазины, которые продают, да. Вот эти вот двойные ваши цены 108 и 16, то есть фактически цена 116, правильно? Да. Не клево. Но, с другой стороны, японцы всегда показывают цену, за которую покупаешь. В отличие от Америки, говорят. В отличие там, от да? Америки, да. Короче, вода стоит примерно 60 рублей. На заправке в СНГ она тоже стоит 60 рублей примерно, а то и бывает и дороже. Окей? Аригато. Thank you. Мы правильно говорим каждый раз? Аригато. Да, Да, произношение на высшем уровне. Смешно. Андрей, есть ли вот такое, что с Токио
Токио автомобили так себе, а в Таяме лучше? Или на Хоккайдо машина лучше? Может быть, от экологии, от дорог? А состояние машины? Есть какая-то разница по регионам, да? Да, конечно. Так, Если машина где-нибудь на севере, да еще, не дай бог, у моря, так. Это где, например? да, вот тот же Хоккайдо или те же северные префектуры, Так. там Аомори и прочее. Ну, и особенно если не в глубине материка, а на берегу, где там влажность выше элементарно, Ага. то они, конечно, гораздо хуже состояния. Где самые клевые машины в Японии? Самые ухоженные? Из какого региона? Токио Так. и близлежащие префектуры, Нагоя. Вот вообще центральная часть Японии это довольно сухой климат. Так. То есть как раз нас Таяму отделяет горная цепь от центральной Японии. Ага. И вот за этой горной цепью все, что происходит и все, что ездит, оно в гораздо более лучшем состоянии, чем у нас. Почему в северных префектурах-то все похуже? Потому что там этими слово забыл. Посыпают дорогу. Реагентами. Реагенты, да. Да. Вот там их очень много Вот, используют, и вот. машины поэтому, наверное, ржавеют. Как у нас, то же самое. В Токио, естественно, никаких реагентов и никто не знает о них. Вот Поэтому лайфхак. Так, куда мы приехали? мы приехали в промышленный район, он называется, дословно, если перевести. Тут всякие предприятия, заводики небольшие. О, стой. Это что такое вот стоит? Это же машина мистера Бина. Ну вот человек зачем-то собирал их, копил, может быть, какую-то мечту имел. А потом времени не хватило, и вот они исчезают потихоньку. Вот это вот стоит. Вот это удовольствие сколько стоит в Японии? Ну, насколько я помню, вам в иенах же, да? Достаточно? да, как угодно. Что-то около 600-700 тысяч йен его покупал человек. 300 тысяч рублей. Нет, я про номер, а не про машину. Стоп, машина стоит 300 тысяч рублей? Да. Да, ну, 300 она- тысяч? Нет, еще она раз, тоже в подождите. возрасте Я к вам уже. поближе подойду. 300 тысяч рублей за Lexus GS 450 гибрид? Конечно. Номера что-то около $100 стоит оформить. Вот такие с подсветкой. И там, если цифры вот интересные нужны человеку. 4 семерки стоят 100 баксов. Ну, неважно, там семерки или двойки. Вот номерок явно обошелся. $100. Да ладно? Да, конечно. Просто 3? Да. А это типа заглушки, это ничего не значит. Это когда больше цифр не надо, японцы Да. ставят точки. Русская, да? Нет, это японская сотрудница ездит. Японская сотрудница Да. купила себе номерок 3. В Дубае такое стоит пару миллионов долларов. Итак, Андрей, где мы находимся? Это ваш офис. Да, совершенно верно. Здесь происходит главный мэджик. Здесь машина из японской продажной превращается в купленную предроссийскую, грубо говоря. Точно. Примерно так. Господа, здрасте. Здравствуйте. Ким, очень приятно. Здрасте. Покажите, пожалуйста, вот главный мэджик. Где, что происходит? Вот что это такое? Ну, то есть аукционная система. Главный аукцион понедельника Honda. Сейчас идет линия Токио. Вот эти машины сейчас продаются. Да, Это за них ставки делают. да, прямо в лайве вот сейчас торги идут. Красная цена, значит, машина продается. Так, сколько вот это она будет продаваться? Ну, По времени? сейчас посмотрим. Ну, бывает с одного нажатия, бывает очень долго торгуются какие-нибудь Skyline. А ограничения по времени есть? Как на eBay бывает, знаете, вот в 3 часа заканчивается аукцион, кто там последнюю секунду быстрее поставит, тот и выиграл. Или высшая ставка просто выигрывает? Всегда выигрывают, да, высшая ставка, если она вообще есть. Продавец, допустим, готов отдать свою машину за 400. Вот 412. Никто, кроме вас, не торгует. У вас есть ставка на 412. Вы 400 нажмете, 400 вам отдадут. А то есть, а есть какая-то минимальная, вот какая-нибудь машина выставляется, и у нее там, как на eBay, да, вот Да, с eBay все знакомы. Или есть фиксированная цена, по которой его сразу можно выкупить? И то, и то. Бывает, машина выходит, у нее 0 старт, первое нажатие, за 2000 йен заберете. А как это за 2000 йен? Ну, то есть, там, это минимально... Да. Ее легче продать за 2000 йен и... Стоп, подождите, 2000 йен за машину? Да, 1000. Еще раз, 2000 йен за машину. Это 1000 рублей. Ну, 1000 рублей, но вам посчитают аукционный сбор, ресайкл, комиссию дилера. Нет, стоп. Ну, 40 000 йен вы за нее, думаю, заплатите.
40 тысяч йен за машину со всеми сборами? А продавец сколько получит? 500 рублей, что ли? В итоге? Нет, продавец. ресайкл получит. От государства? Да. То есть реально можно купить машину за 1000 рублей. А что это будет за машина такая? Какой-нибудь Daihatsu Tanto Какого года? 90-х годов, если они тогда еще выпускались. С коррозийными дырками, с шумом в двигателе, с 3 колесами, без лобового стекла. Вот в Японии, вот какой вот порог цены, когда можно купить вот более-менее машину какую-то вот нормальную? Какой-нибудь Солярис с пробегом 200 тысяч километров, да, вот в России. Ну, на нем можно еще поездить пару лет. 1000 йен вы можете что-нибудь купить. За 50 тысяч рублей. Да. Вот сейчас будет Так. следующий автомобиль торговаться. Вот Infiniti, да? Вот нет, это Skyline торгуется. А, это 8018. Нам нужно торговать следующий 8020. то есть у вас есть заказ, и вы его ждете? Вот, то есть нам торгуем Crown, 2 миллиона старт. Ага. Нам нужно его за 2500 купить, постараться. За 2 миллиона 500 тысяч йен. Да. Вот, она остановилась. Так, почему? Ну, вот это, скорее всего, цена, с которой он готов его отдавать. И торги пошли дальше. Другие люди, у которых есть выше ставки, торгуют и покупают. А вы сколько готовы за него отдать, за эту машину? 2500 готовы, да. Готовы были? Да. А что, куда она делась? Все уже купили? Все, она продана, да. Вот. Чё-то я вообще ничего не понял, как это все это очень быстро произошло. 2733 она продана. 2,733. Блин, ну где 2,500, тогда где 2,700? Это же разница вообще минимальная. Почему она настолько 100 вот... тысяч рублей. Ну, вот нашелся человек, который был готов за нее только такие деньги дать. Так. Покупаем машину. Пытаемся. Не купили. Почему не купили? Ну, у нас был у нее максимум 780, ее вот 792. То есть больше максимума может быть так. За 790 тысяч она ушла? Да. За 300 тысяч рублей? Да. А 310 это уже вот не работает, да? Ну вот я почти уверен, что если бы я ему сейчас по телефону позвонил, сказал, мужик, ну 315 ты готов за нее отдать? Он сказал, ну ладно, хрен с ним. Все, вот сейчас в Сбербанк вам переведу. Да, это же, да, Вы же видите, как за 15 секунд проходит торги? Мы не можем. Супер быстро, да, вообще как-то прям вжик и все. Поэтому для нас максимально точно должна быть цена. И Да, вся да. информация. Мы не можем сидеть и думать, А, дорого, недорого. да. То есть нет времени на созвоны, на решение. Не можем. Мы буквально инструкцию аукциона уже. Человек вам говорит вот такая и все. Понятно. Я могу себе дома на комп поставить эту программу? нет. Ну, только если вы работаете в какой-нибудь компании, которая уже зарегистрирована Да. в сети. Так, в смысле, говорят. Ну, я могу дома Да. с ноутбука открыть их. А, вот да. То есть Да. мы были во Владике, там зеленый угол. Человек говорит, что он сидит дома у себя в Владивостоке, он тоже вот делает вот эти ставки на аукционе. Я сижу дома, пью чай, ставлю ставки на аукционе. И все. Некоторые аукционы можно. Да. Вот это вот нельзя. Это естественный терминал. Он подключается к тарелке. Там вот снаружи может поставить. Нифига себе. А что это у вас такое вот за вот эта вот штука? Вот Ну это, ну, Ё-моё. Помните? А можно посмотреть, да? с недавнего времени горит запрет на все, что можно на самом аукционе. Нельзя снимать монитор даже? Не, Или монитор, пожалуйста, имеется в виду, нельзя приезжать на аукцион. Нельзя приезжать на аукцион и снимать? Да. YouTube даже перечеркнут, нифига, и Instagram. А почему так они? Это крупнейший аукцион, да, USS? Да. И они запретили снимать. Вот количество самих USS-ов. То есть в один день там сколько их там, 8-7, да? Да. Потом 2. Ну и вот посчитайте, сколько А только что за USS. цифры вот эти вот? Количество машин, которые будет выставляться. 2500 машин, это вот... Это Завтра вот на одном будет 2500, на другом 4300. Но они еще, скорее всего, немножко добавятся за сегодняшний день. Ну, примерно уже вот так. Так, еще раз, на одном из 150 аукционов только завтра на одном будет 4500 машин, Да. 4300. А что это вот это вот такое? И вот это вот. Это терминал USS. То есть сам аукцион дает такой терминал, предоставляет, если вы зарегистрированы, да? Да, это чудо технологии и древние забытые из цивилизации. 80-х. Нет, серьезно, это старая штука или новая? очень Старая. Но она, тем не менее, работает сейчас и нужна. Знаете, какая операционная система Windows 98? 98-я винда. Почему? Ну, потому что японцы любят ничего не менять. У нас вот мы факты до сих пор отправляем. То есть мобильности это не добавляет, естественно. То есть нельзя дома взять, резко открыть Да. там, под логинами и паролями и там торговать. Вот. Приходи в офис и торгуй. А вот это что такое? Можно? Да, конечно.
А купили не то. Купили, сразу не то купили. То есть вы сидите и ставки делаете вот этой кнопочкой. Да. А если кнопку заел, тачки уходят, что тогда бывает? Сама не заедает физически, но сигнал от нее может Но она может залипнуть, например. Пинг долгий, да? Да. пинг-ноги из-за тарелки. Когда дождь Она на идет, улице. либо грозы, Так, то сигнал хуже проходит. офигеть. Ну это зачем делание? Ну, при А этом- все с такими штуками сидят? Да, естественно, все. О, видите, машину купили. Ну, повезло. Какую? Где? Кто? А вот желтая, Вы купили? желтая Да. табличка высветилась, это покупка. Где она стоит, эта машина? У нас стоит... Что за машина, кстати? Это Fit Shuttle. Вот эта вот серебристая. Да, стоит в Токио. Так, вот это вот. Да. Ее кто-то заказал в России. Да. Есть на нее была заявка. За сколько вы купили? Мы ее купили за 220 тысяч йен. 130 тысяч рублей. Да. Так, какого года? 2013. Она не проходная же. Непроходная, ну, это значит, что просто пошлина будет чуть выше, чем у проходной. Понятно. А пробег? 114 тысяч километров. А если бы мы жили в Японии, мы могли бы ее забрать и на ней за эти же деньги ездить? Ну, с учетом там 10% вот. Ну, вы добавите, да, НДС. Можно ее поставить на номера, потому Да. что она без номеров. Да, 300 заплатить тысяч вы налоги. бы ездили. Ну, где-то 300-350. 300 тысяч йен, машина 2013 года, и она, скорее всего, на нормальном ходу, не надо с ней там серьезных никаких манипуляций. 150 тысяч Ну, рублей. 3,5 вот у нее оценка общая для аукциона Honda. Это вот профильный аукцион, Так, хондовский. Так. У них очень строгая как раз оценка, как у Toyota. вот. Поэтому это, в принципе, норм. А сколько максимально? 5? 5. 3,5. На Хонде пятерка, да, максимально. Ну, мы вас поздравляем с покупкой. Спасибо. И клиента, который потом будет на ней ездить Ладно, где? Я не знаю, где. в условном В Ярославле. Ярославле? Ярославле. Так, едем на парковочку. Да, поехали. Как поживаете? Приветствую, все превосходно, вы как? А вы с Владика? Да, Можно вас снимать? снимаете. Да? Нравится в Японии? Безумно, Не, серьезно. серьезно. Давно я здесь? Я себя здесь чувствую максимально прекрасно и комфортно. Почему? Ну, у меня, не знаю, может быть, я вырос, и моя душа теперь здесь чувствует себя превосходно. Лаконично все. Да, компактно. Да, максимально компактно, и, видимо, моя буйная душа нашла здесь какой-то покой некий. Я каратист, и поэтому Так. для меня это все чик и совпало. Представляете? А вы из какого региона, где родились? Родился в Кемеровской области. Так, Ну, вырос там, потом живу в Владивостоке, ага, 17 лет. Ну, теперь здесь. прикольно. Согласен. Как вас зовут? Александр. Очень приятно. Взаимно. Спасибо большое. Спасибо. Матане. Ага. До встречи, значит. До встречи? Окей. Хорошо. Так, Андрей, где мы находимся? Мы находимся на одной из наших стоянок, где машины ждут своей очереди, когда приедет за ними трейлер и вывезет их в порт прямо под погрузку. Ну, за Что-то пару дней до погрузки. Немного машин. Сейчас, слава богу, нет затора. Вплоть до прошлого ноября, ну, тут места не было вообще. Вот на этой парковке не было места. Трейлер парковался где-то там вот на въезде и Так, кое-как их успевал вывозить в порт. Была очередь просто страшная. На самом деле это хорошо, вот когда так. да. То есть, когда вот это вот текучка, когда все успеваешь, потому что когда все забито, оно и когда элементарно трейлеру даже тяжело все это вывозить вовремя. Ага. Вот. А когда вот так свободно, ну, это значит хорошо идут дела. Кто-то золотистый себе X-Trail. X-Trail заказал? Да. То есть прям что хотел золотой, или он сказал пофигу какой будет, такой Я думаю, присылайте? захотел, потому что золотистый X-Trail не частая машина в Японии в принципе. То есть это не самый популярный цвет. Не, ну может быть цена еще его устроила, может он там стоил дешевле, чем, скажем, черный. Он говорит, Да. а давай золотой. А, окей, Вот. да. Такое тоже бывает. Какая самая дешевая машина стоит? Давайте так неспешно посмотрим. Навскидку. Да, самая Навскидку, дешевая. пожалуй, это вот вон тот автобус. Автобус. Да. Что это за машина? Toyota. Это или Литайс, или Таунайс. Это Литайс у нас. А, он грузовой, грузовичок такой, да? Он вообще бывшее такси, как это ни странно. Вот у него буквы подстерлись. Таксишная. Да. Сколько примерно эта машина стоит в Японии? И за сколько она уедет в Россию? Сколько она там человеку обойдется? Если ее купили, скажем, за $1000, плюс все накладные расходы на нее там упали, ну, пускай 2000 она долларов станет здесь. Так. Плюс провоз вместе с распилом. Стоп. С распилом? Да, Она будет пилиться? конечно. Почему, конечно?
Потому что под полную пошлину вы ее уже не завезете. в Она Россию. даже по непроходной не проходит вот этой пошлине повышенной, да? Нет, не пройдет. Ну, она слишком старая, она там по каким-то экологическим стандартам. Я так Так понимаю. сказали, что Никита сказал, что распилов уже нет, а вот он перед нами стоит. Ну, есть распилы. Серьезно? Есть старые машины, которые непроходные, так называемые, а есть очень старые, которые даже под категорию непроходных уже не подходят. И из России все равно такие машины заказывают, просят. Ну, конечно, вот человек вот ездил точно на таком же Летайсе. Привык к ней, хочет такую же. Привык, может быть, у него, ну, извините, денег недостаточно на более там Да. какую-то комфортную или новую машину. А может, действительно любит. И вот он заказал себе для того, чтобы в виде запчастей пришло, ну, растаможилось во всяком случае. А, то есть он, может, под запчасти покупает? Да, конечно, да. А, То есть, окей, ее же окей. нельзя там собрать и ездить. Почему нельзя? Можно. Нет, собрать можно, а Да. ездить нельзя. То есть вы ее не зарегистрируете. Там. Ну, смотря где. Где-нибудь на деревне там кататься. Я уже там особенностей не знаю. Ну, окей, Наверное, окей. можно. Но если брать в целом, да, Да. большую массу людей, то они, конечно, не смогут ее зарегистрировать и ездить. Вы будете пилить эту машину? Ну, мы нет, а где-нибудь на пароходе ее, пожалуй, подпилят. Как точно технически делается, я, к сожалению, не специалист, не знаю. А вы не в курсе, да, там по стойкам, вот где вот это Я вот? только слышу название Да. по стойкам, а по каким стойкам и что конкретно, Ну это уже вот. знают на пароходе люди специально. Понятно. Ладно, бэхи вот стоят, троечка, да? Вообще сложно BMW купить в Японии? Да нет, ну, их тоже достаточно немало, японцы любят, особенно в крупных городах. Так. Соответственно, с USS Токио, Ага. там с USS Нагоя можно купить очень много иномарок. Сколько трешечка Называемо. стоит? 2013 год, Ага. пробег 83, состояние, ну, слабенькое, на тройку у нее. Да, нормальное состояние. Не знаю, Нифига 2-3 себе. тысячи долларов, наверное, стоит. Сколько? 2-3 тысячи долларов, наверное, стоит. $2000. Ну, наверное, да, не больше. И опять же, то есть мы, живя в Японии, мы можем себе позволить эту машину. Если купили за 2, то здесь мы на ней будем ездить за Ну, сколько? добавляйте еще $1500 на верочку и будете ездить. Кирилл? За $3500. Но это не получится, это уже, извините, под Да. клиента, это уже не получится взять. Оу, е! Аккумулятор в порядке. По стоянке, пожалуйста. Можно? Но не выезжая за пределы стоянки. Да. Ну, то есть вот 3500 за машину с пробегом 83 тысячи, которая вот просто как новая внутри. Да, куплена за $2000. Андрей, есть нюанс с этой машиной? Она немножко побита оказалась, градом помята, да? Это большая скидка вот за град бывает, вот за такие помятости? Думаю, да, потому что в Японии ремонт машин стоит недешево, особенно не японских машин. Поэтому, да, наверное, она купилась дешевле, чем могла бы. Японская мастерская возьмет много за такой ремонт, поэтому Да. на японский рынок она, ну, может быть, именно поэтому она продалась, наверное, порядочно дешевле. Много ли дорогих машин направляете? Много. Много? Прада берут много. Да. Но она же тоже вот внутри как новая, 2020 2020 года. выпуска, да. Пробег у нее 11 тысяч. В смысле? Ну, она почти новая. Вот, возможно, человек как раз из Токио. Так. То есть в Токио на машине ездить часто неудобно, и она Да. у них часто простаивает. Поэтому. Может, вы их и не видели, потому что они стоят в гаражах, там, в крытых каких-нибудь парковках. Так, соответственно, у нее оценка 5 АА. Ну, то есть она максимальная. Она, 5А это максимум считается. да. Так, ну и цена. Внимание! Цена интересна? Очень интересно. Со всеми расходами в Японии она встала в Японии Так, до парохода. до прохода. Да, Так, это так, без пошлины, без фрахта, так. естественно, только вот японские расходы. За сколько она здесь куплена? С кнопки она 5600, 5 миллионов 600 йен. Почти новый Прада. Да. Так а в России человек вот за сколько ее в итоге купит? Фрахт сейчас стоит 1500. Фрахт Там это 1200. отправить на пароме. Да. $1500 одна 1200, машина. 1500, в зависимости от порта. Так. Ну, и какие-то там по мелочи, наверное, в России еще расходы там
склад, услуги брокера и так далее. Но в целом вот добавляйте, наверное, 1012-15 Понятно. к цене в Японии. Эта машина, дальше она поедет в порт, грузиться. Да. А мы можем в порт съездить, посмотреть, как там все это? Ну, давайте попробуем. Попробуем? Пустят нас или нет, вопрос открытый, приедем, Так. узнаем. Давайте попробуем. Едем дальше. Так, это уже начинается порт. Вот контейнерный терминал, да, там вам Так. видно, а перед ним видна стоянка, да, автомобиля. Это как раз вот накопитель и погрузочный терминал. 700メートル先踏切です。 И такое у вас тут бывает, да? Неплохо. Это скорее исключение. Экскаваторы тоже на отправку стоят? Экскаватор, думаю, да. Есть тут и такие пароходы, которые можно взять. Это все поедет, скорее всего, в Россию. Вот это все. И это еще немного. В Таяме 3 порта, они примерно равнозначны по площади. Вот. Но это небольшие порты, в отличие от Йокогамских, Нагойских и так далее. которые Откуда тоже в Россию оттуда в отправляют? России тоже там, да. Тоже наш пароход туда подходит, забирает какой-то груз. Ох, видок, ребятушки, смотрите, а. Вон. Вау. Наверное, с айфона будет лучше видно. Сейчас, погоди. Во. Оба, вот так вот дерзко. Здорово, Дэн. Японцы уже панику подняли. Да ты чё? Ну, конечно, они уже забегают ко мне. Там русские с камеры. Здравствуйте. Смотрел ваши видео. Спасибо большое. Что чаще всего заказывают? Какие машины? Прям самые ходовые. Сейчас Россия вообще прям издевается над всем рынком. Издевается над всем И- рынком? И, Что это значит? ну, потому что с Америки сейчас, например, тащат все, что можно вообще. Все, что. Вот сейчас у нас транзиты пошли с Америки много. Так, И Доджи новый. так. И BMW X5, X6, самых жирных моделей. То есть санкционные, вот эта вот ценовая политика, она Да. не действует. Ага. Эти машины идут в транзит. Не действует политика? И очень хорошо наши сейчас наладили поставки. То есть В Америке автомобили. россияне активно покупают американские машины? Тяжело выйти на тот рынок. Да, А так хорошо. Да. понятно. Спасибо большое. Любопытно. Интересно. Вот, кстати, вот вам все ограничения. местный Быстренько портовый. вопрос решился. Они открыты все? Думаю, да. А что тут какая-то куча пультов еще? А у нее, наверное, там монитор для задних сидений какой-нибудь. С Ё-моё. потолка нет. А, да, вон, вот раз монитор. А это от чего? От музыки? Так, это вот у нас 2019 год. Пробег. Так, 65. 65 тысяч километров? Да. 4,5 Б. Тоже близка к идеалу. Вы, если до 9 числа будете здесь, Samsung будет грузиться, А что там будет интересного? пароход придет большой. Так, Можете поснимать и там с Истопоном договоримся с капитаном. с капитаном корабля? Ну, если что, дадут там интервью, даже походите по кораблю, посмотрите, как Нифига себе. грузится. Вот это вот интересно. Что это значит, кстати? Это те, кто купили, хозяин их просит. Эта же машина у нас будет либо разбор, либо распил на борту. Разбор либо распил? Да. В Россию он заедет под запчасти непосредственно. Это человек под запчасти купил или он потом собирать его будет? Не, под запчасти. Сейчас уже никто не делает этого. И все, а это вот пишут сами неаккуратно, там, просьба литр, да. Много чего пишут интересного. Что интересного происходит? Вы можете какую-нибудь интересную историю рассказать? Бывает что-нибудь? Ну, я понимаю, что много интересного, но вот Да, такой, истории из недавнего. Особо ничего. Ну вот санкции, то, что вновь введенные. Да. Ну вот последнее вывозим, вон они стоят. Два красавца, три Кто? экскаваторы. Ага, Вот, наверное, уже последний. Почему? Все? Ну, во-первых, с Японии все. С 3 числа новые санкции ввели. То есть Спецтехника. спецтехнику уже не вывести? Ну и в России же ввели Да. утилизационный сбор. А, Полная выплата даже на мини-трактора. и что будете делать? Да. Искать другие варианты? Ну, хватает. Да нет, я думаю, ну, в России, как всегда, что-нибудь придумают в плане того, что что-нибудь на борту разберут и ничего. Ну, как бы все в рамках закона или вот эти... Ну, только в рамках. Здесь Вот. ты ничего без закона не сделаешь. А вот эти, ну, истории там вы нам рассказывали во Владике, вот, распилы, опять же, те же, там потом сварили, собрали, дальше Но поехали. это уже не касаемо японской стороны. Ага. То есть здесь все прям Здесь четко. Уезжает машина обязательно своим ходом
не целое абсолютно заводится, а вот Да. машина в Land Prado. Мгм. У Владивостока он будет выгружаться краном, двигатель отдельно, рама отдельно, наверное. Не знаю, может быть, его разделят напополам. И все это запчасть. Спасибо вам большое. Спасибо. 9 числа, если что, приезжайте, будет Принято. марафон. Хорошо. Поможем. Спасибо. Спасибо. Ребятушки, ну, как говорится, комментарии излишние. Видите сами, что происходит. Происходит много всего интересного. Ну, какие-то пожелания покупателям из СНГ есть у вас какие-то? Можете что-нибудь посоветовать? На что смотреть, на что обращать внимание, за что не переплачивать? Ну, повторюсь, выбирайте правильных поставщиков, это Да. самое важное. Читайте комментарии, там, смотрите их репортажи, о них репортажи и так далее, и делайте выводы. Вот, переплачивать, если хороший сервис, почему бы за него не заплатить? Если сервис плохой, то даже дешево не надо. Наверное, так. Скупой платит дважды? Да, конечно, 100%. Спасибо большое за уделенное время. Ребятушки, ждем ваш комментарий, все ссылки внизу. Увидимся. Пока.